12 июня произошла крупная авиационная катастрофа с участием Boeing 787-8 Dreamliner. Рейс Air India 171 выполнял регулярный международный маршрут из аэропорта Ахмадабада в аэропорт Гатвик в Лондоне. В 13 часов 39 минут по местному времени, примерно через 30 секунд после взлета, самолет врезался в здание общежития медицинского колледжа Биджей в районе Меганинагар в Ахмадабаде. На борту самолета находились 242 человека, 230 пассажиров, включая 11 детей и 2 младенцев, а также 12 членов экипажа, 2 пилота и 10 бортпроводников. По данным пассажирского манифеста, среди пассажиров были 169 индийцев, 53 британца, 7 португальцев и гражданин Канады. Полетом командовали капитан Сумит Сабхарвал и первый помощник Клайв Кундар. Самолет взлетел с взлетно-посадочной полосы 23 в 13 часов 38 минут при стабильной погоде и ясной видимости. Транспондер зафиксировал высоту 191 метр, после чего связь была потеряна примерно в 70 метрах перед порогом взлетно-посадочной полосы 05. Экипаж успел подать сигнал бедствия в службу управления воздушным движением. Катастрофа произошла на начальной фазе набора высоты. Видеозаписи показали, что самолет сначала набирал высоту, затем постепенно снижался и через 30 секунд после взлета рухнул в шлейфе огня и дыма. Очевидцы из района Меганинагар слышали несколько взрывов и видели густые клубы дыма, когда самолет врезался в здание студенческого общежития на территории кампуса гражданской больницы. Катастрофа унесла жизни не менее 269 человек, 241 на борту самолета и не менее 28 на земле. По словам старшего полицейского чиновника Вишаки Добрала, все тела были доставлены в городскую больницу Several Lines. Единственным выжившим стал Вишваш Кумар Рамеш, 40-летний гражданин Великобритании, который сидел на месте 11А рядом с аварийным выходом. Его брат, также летевший на самолете, не выжил. 50 студентов-медиков из общежития были госпитализированы, 41 человек получил ранения. Это стало самой смертоносной авиационной катастрофой с единственным выжившим в истории. Катастрофу расследует Бюро по расследованию авиационных происшествий Индии при участии британских и американских специалистов. Найденный черный ящик поможет определить точную причину крушения. Консультант по безопасности полетов Энтони Брикхаус отметил проблемные признаки на видео, включая выпущенное шасси в момент, когда оно должно было быть убрано. Процесс расследования включает синхронизацию данных с записями радаров и управление воздушным движением, создание 3D компьютерных симуляций для визуализации траектории полета. Расследование может занять от 2 недель до 24 месяцев. 11-летний Boeing 787-8 Dreamliner был построен в 2014 году на заводе Boeing в Эверетте. Это первая смертельная катастрофа Boeing 787 с момента начала эксплуатации в 2011 году и первая смертельная катастрофа Air India с 1985 года. Катастрофа стала самой смертоносной в истории индийской авиации и первой катастрофой широкофюзеляжного самолета в стране за 29 лет. После крушения все полеты в аэропорту были приостановлены, дороги к месту происшествия перекрыты, развернута индийская армия для помощи в спасательных операциях. В день крушения Tata Group материнская компания Air India предложила выплату компенсации в размере 10 миллионов рупий, 120 тысяч долларов США, на каждого человека семьям погибших пассажиров, а также полное покрытие медицинских расходов пострадавших пассажиров. Акции Boeing упали на 9% после новостей о катастрофе. GE Aerospace направила команду в Индию для анализа данных двигателей. Авиакомпания Air India начала выполнять рейсы из Гатвика в 2013 году и на момент катастрофы совершала 12 вылетов в неделю из аэропорта, в том числе 5 в Ахмадабад.